Друзья, всем привет! Вы снова на канале Дмитрий Илюхин, на котором я рассказываю все о владении китайским автомобилем Geely Coolray. Как вы помните, я купил данный автомобиль в 2020 году, оклеил его бронепленкой, якобы все-таки это китайский автомобиль, и в тот момент, когда я покупал его, никто не знал по поводу оцинковки. И дилеры мне сами говорили, что оцинковка в автомобиле вообще отсутствует на тот момент. Сейчас, конечно же, дилеры говорят обратно. Автомобилем я владею почти уже 3 года. И за это время у меня не было, в принципе, ДТП. Были маленькие микроцарапины, которые просто оставляли какие-то ветки. Вот, допустим, вы можете увидеть здесь. Да, пленка, она полностью смогла меня спасти. И приключилась в новогодние праздники вот такая вот интересная история. Друзья, сори, что машина не мытая, но если я ее помою, то вот этого всего не будет видно. Соответственно, при домовой парковке девушка немножко не рассчитала и немножко мне вот таким образом покоцала часть бампера. Пострадало 3 элемента. Значит, черный пластик. Здорово, что он у нас матовый, и при этом, допустим, если у меня была Geely Tugela в рестайлинге, ремонт был бы более дорогим. Здесь вы можете видеть, как пленка смогла спасти и защитить от этого всего. Я думаю, после мойки как раз проблем с этим не будет. Но из минусов, конечно, притертость была по касательной. Немножко у меня сместился зазор бампера. И даже мне показалось, что немножко лопнула краска на стыке. Друзья, снял я пластиковый молдинг на задней левой арке колесного. И вот видим такую картину. В принципе, это мовиль, ничего страшного, все это стирается. Можно даже продемонстрировать. Никакой ржавчины нету, а дополнительная просто обработочка. Даже вот в этом месте все это стирается. Но, что меня больше всего удивило, конечно, покраска у нас очень специфичная. А именно, вот немножко меня ударили в часть бампера вниз. У меня по касательной молдинг срезал краску. Ну, вот она вот так сейчас у нас отслоилась. Сейчас буду подкрашивать вот таким дополнительным маркером из Китая. Но все-таки обидно, что такое маленькое ДТП и такие последствия. Человек оказался очень культурным, дождался меня. И мы с ним договорились на месте, чтобы я за свой счет уже исправил этот момент. Но ситуация заключается в чем? Мне очень повезло, что человек дождался меня, пока я подошел к автомобилю, когда мне нужно было ехать. А если бы я не подошел к автомобилю, то, я думаю, об этой ситуации я бы даже не узнал. Поэтому я решил все-таки спустя 3 года поставить охранную систему. И, друзья, сейчас напишите в комментариях, какой охранной системой вы пользуетесь. Это ДТП случилось в одном и том же месте, как и на моем предыдущем автомобиле, но чуть-чуть подальше. В первый раз виновника найти не смогли в предыдущем моем автомобиле. Поэтому я решил себя обезопасить и поставить на свой автомобиль интересную охранную систему «Призрак». И сейчас я вам о ней расскажу. Итак, друзья, наконец-то я нахожусь в установочном центре сигнализации «Призрак» охранных систем. Сама система выглядит таким образом, очень компактная. Модель мы будем устанавливать «Призрак 8GL Smart Pro». И, конечно же, также можно приобрести отдельно дополнительную смарт-метку для идентификации этой сигнализации. При этом также очень интересно увидеть рядом с моим китайским автомобилем немца китайского также производства на изучение. В целом оставляю я автомобиль в компании «Призрак» и потом уже покажу, какие возможности есть у данной сигнализации и в чем ее большие преимущества. Друзья, наконец-то я забрал свой автомобиль Geely Coolray с установки дополнительной охранной системы «Призрак». Для вас это какое-то мгновение, для меня это день ожидания. И, конечно же, друзья, я сейчас расскажу, зачем же я сделал это, когда у меня в автомобиле есть вот такой прекрасный ключ. Наш автомобиль во всех комплектациях комплектуется именно таким ключиком. В нем есть
дистанционный запуск двигателя. Именно не автозапуск, а просто обычный дистанционный запуск. Давайте же мы с вами проверим, как он работает на самом деле и эффективен ли он в обычной эксплуатации. Попробуем завести автомобиль. Автомобиль завелся. Да, все замечательно, все прекрасно. Давайте мы усложним ситуацию, заглушим наш двигатель. Заглушили двигатель. А теперь, друзья, попробуем создать помеху. Попробуем запустить через дерево. То есть достаточно вот такой небольшой помехи, и двигатель у нас не запускается. Ну и, соответственно, при таком раскладе мне это не особо понравилось. Но оговорюсь, да, действительно, хоть и у нас в инструкции к автомобилю написано, что дистанционный запуск у нас работает дистанцией 15 метров, китайцы заранее сделали об этом оговорку, но действительно можно автомобиль запустить, если вы рядом с домом припарковались. Ну, на 7, 9, 13 этаже, в принципе, он может запуститься, если он в прямой видимости вашего ключа. А теперь, мои друзья, хочу вам демонстрировать, как реализован автозапуск на моем автомобиле. Достаточно просто запустить приложение на вашем телефоне. Приложение информирует о вас, о состоянии заряда аккумулятора, температуры двигателя и, самое главное для меня, очень актуально, запас топлива в литрах. Можно поставить в процентах, кому как удобнее. Если включить зажигание автомобиля, то и будет показываться температура. В приложении, обновленном от Призрака, можно увидеть, где расположен сам автомобиль. Это очень даже удобно. Также можно посмотреть журнал событий, что было с автомобилем, пытались ли его взломать. И в случае, если кто-то захочет вскрыть ваш автомобиль, вот это было срабатывание сигнализации, включено зажигание, я баловался, то автомобиль будет вам звонить с номера сим-карты, который у вас в данный момент активирован, чтобы вы через голосовое управление отключили сигнализацию. Либо достаточно через само приложение просто выключить сигнализацию. Также есть интересная опция поиск на парковке. Машина вам показывает, где она расположена и в каком направлении вам идти. Да, стоковое решение есть, но оно очень сильно зависит от дистанции ключа от машины до вас. Здесь же машина все-таки вам хоть как-то это продемонстрирует. Теперь можно эту опцию выключить. Зажали мы на приложение, и автомобиль выключил данную опцию. Очень все здорово сделано. Теперь же, друзья, помимо того, что в этом приложении все можно настроить под себя, допустим, даже сервисное обслуживание можно сделать для того, чтобы снять принудительную блокировку и оставить машину, допустим, в сервисе. Они могли бы ее перегонять с одного бокса в другой. И все это настраивается в самом приложении. Через сервисное меню можно поставить лимит на 10 километров пробега. Если он лимит этот исчерпывает, то машина уже больше не будет заводиться, и передвигать ее не получится. Можно его снять, можно, допустим, поставить. Я его поставил, мне кажется, это достаточно для режима сервиса, чтобы никто не баловался с нашими прекрасными автомобилями, если мы их куда-то отдаем. Обновленное приложение Призрака, в котором можно уже даже подстраивать основное меню, в котором вы сможете все просматривать. Давайте я вам расскажу про автозапуск двигателя. Здесь есть две возможности. Если вы не обладатель Geely Coolray, такой как я, то для вас есть одно решение. Вам просто достаточно взять свой обычный брелок, в котором нет автозапуска, допустим, да, и в компании Призрак могут для вас реализовать штатный радиосигнал для автозапуска. Ну, просто чтобы не включать приложение, и можно, допустим, с окна было бы это делать. Достаточно один раз нажать на клавишу заблокировки и держать кнопку блокировку третий раз, чтобы автомобиль запустился. Автомобиль запустился. Давайте мы теперь с вами просмотрим, как это реализовано в самом приложении. Автомобиль действительно у нас запустился, появилась температура, и
обороты двигателя. Если машина в движении, он будет также показывать и скорость вашего автомобиля. Сеть видит прекрасно. В автомобиле расположен встроенный модуль Beeline. Он вшит в материнскую плату, и дополнительно есть слот для вашей второй сим-карты. Допустим, если вы поехали в роуминг, либо вам хочется, чтобы на территории Российской Федерации качество приема было намного лучше. И, кстати, да, насчет роуминга, все в роуминге можно настроить под себя, чтобы приходили, не приходили смс-ки, и также не работал интернет. Также, если у вас нет доступа к интернету, все можно делать через GSM-команды, которые есть, в принципе, в любой сигнализации. И сейчас хочу показать, что можно выбрать нужную сим-карту, можно поставить равный приоритет, это будет использоваться сим-карта, в которой более лучшая зона покрытия. Допустим, сейчас у меня по умолчанию Beeline. Дополнительно можно также поставить Мегафон. В Beeline я плачу 90 рублей абонентская плата, в Мегафоне уже по тарифу. И скажу так, друзья, если вы устанавливаете в автомобиль дополнительную сигнализацию, очень рекомендую вам пользоваться тарифами сим-карт, которые предлагают вам установщики. Так как если вы будете обращаться как обычное физлицо, для вас будут эти тарифы не особо выгодными, а для установщиков идут определенные условия. И действительно, если я плачу там в районе 90 рублей, в Мегафоне плата по тарифу таким же пакетом услуг будет для меня стоить 200 рублей. Ну, конечно, это все зависит от региона. И давайте сейчас мы с вами выключим двигатель. Мы просто зажали кнопку. И хочу для вас показать именно, как работает автоматический запуск двигателя. Понятное дело, что все это работает через интернет. Вы сможете в любой точке мира завести свой автомобиль. И давайте объясню, для чего это сделано. Есть настройки комфорта в приложении. Запуск двигателя. Условия включения. Сейчас у меня стоит интервал запуска двигателя 20 минут, чтобы двигатель лишний раз не работал холостую. Можно просто-напросто снять эту галочку, и двигатель будет работать, пока вы его не выключите самостоятельно через приложение. Также есть условия включения двигателя по температуре. Выставляете нужную температуру, включается двигатель. И также есть по времени и температуре. Допустим, если вы живете на далеком севере, может будет для вас это даже очень актуально, но для меня это не актуально, и я оставлю все как есть. Запуск для подзарядки аккумулятора. Если вы оставили машину на долгое хранение, если заряд аккумулятора падает, то машина сама воспроизведет запуск, если мы включим эту настройку, и будет подзаряжать наш автомобиль. Очень классная фишка. И также хочу отметить, что у охранных систем «Призрак» самое низкое энергопотребление среди конкурентов. Тесты вы также можете найти на YouTube. И при этом давайте мы дальше с вами посмотрим интересную фишку — сезонный комфорт. В сезонном комфорте вы также сможете включить режим обогрева. Для вас, для каждого автомобиля будет доступны опции. Достаточно просто ставить режим обогрева. То есть, если вы используете автомобиль зимой, вы включаете режим обогрева. Если не используете, то можно, допустим, включать дистанционно на охлаждение двигателя. Очень удобно. Давайте мы запустим с вами двигатель. Запускаем двигатель с помощью долгого нажатия. Автомобиль у нас проснулся. И включил. Точнее, в течение 30 секунд он включит нужные для нас обогревы. По практике скажу как. В нашем автомобиле Geely Coolray работает зона подогрева дворников. Сиденья работают только при присутствующем человеке. То есть, когда вы сядете, датчик сработает и будет только тогда нагревать вам сиденье. И также включается климатическая установка, в котором положение вы в прошлый раз, когда вы ездили в машине, оставляли. Допустим, я оставил в автомобиле положение только обдув в лобовое стекло, и он так и будет запоминать этот момент, пока вы сами не скорректируете его потом в движении. Поставили в ноги, выключили автомобиль, и автомобиль будет при следующем запуске пускать поток воздуха в ноги. Очень удобно сделано и реализовано. После того, когда вы запустили запуск двигателя, вы оказываетесь в салоне автомобиля, и вам нужно сделать некоторые фишки. Первая фишка, которую нужно сделать, это вывести автомобиль из режима обогрева. Как мы это делаем? Нажимаем 2 раза на кнопку включения двигателя. Раз, два. Все.
автомобиль у нас активирован. И теперь, если мы нажмем тормоз, ничего не случится. Машина, наоборот, вас приветствует и произведет сигнал о том, что автомобиль снят с блокировки. Как она понимает, что автомобиль снят с блокировки? В системе «Призрак», во-первых, почему называется «Призрак»? Систему никак не видно вообще в автомобиле. Угонщику будет очень сложно определить, стоит ли здесь сигнализация, либо если стоит, то где и как она расположена. Это скрытая установка и является большим преимуществом данной компании. Что интересно, в автомобиле можно настроить такой образ, как нажать 2 раза либо 4 раза на стеклоподъемник. Это будет скрытая опция. Называется технология Pin to Drive. Нажимаете определенные комбинации для того, чтобы автомобиль распознал владельца и снял его с охраны. Для того, чтобы владелец мог дальше поехать. В случае того, что если автомобиль сядет кто-то другой, не знающий о данной фишке, вам достаточно перейти в режим Drive. Вы снимаете педаль с тормоза, машина проедет 2 секунды и автомобиль заглохнет. И будет реализована защита от угона. Второй способ, чтобы попасть в автомобиль, скачать себе приложение на телефон, называется «Призрак ID». Для того, чтобы им пользоваться, вы авторизуете свою учетную запись в сигнализации «Призрак», коннектитесь по Bluetooth. Это приложение работает всегда в фоне. Вам достаточно включить Bluetooth на своем устройстве. Система охраны «Призрак» автоматически подключится к вашему телефону. Вы открываете дверь, и машина распознала вас как метку, ваш смартфон. Также есть старый дедовский способ, чтобы автомобиль вас распознал и снял с охраны. Это обычная метка с батарейкой. Батарейку достаточно менять каждый год, но все-таки, наверное, эра меток уже уходит. Все-таки в современном мире достаточно даже действительно вашего телефона, и не нужно этих меток носить с собой постоянно. Я лично использую свой обычный стоковый брелок иммобилайзер и кодовую комбинацию Pin to Drive для того, чтобы снять его с защиты. Итак, друзья, ну и, конечно же, есть большой плюс, которого не хватает по сравнению со штатным брелком. Во-первых, как мы все знаем, в данном брелке можно обхитрить автозапуск с помощью замудренной комбинации, чтобы у вас включались автоподогревы. Это очень хитро сделано. Более подробно говорил в своих роликах. Есть ролик, можете посмотреть на моем канале. Но когда мы находимся в машине, наш двигатель запущен, мы пытаемся его заблокировать, пытаемся что-нибудь сделать, мы можем заблокировать только снутри. Да? Некоторые люди пытались выйти из машины, открыть окно, заблокировать принудительно и закрыть окно с помощью автозакрытия водительского стекла. Но потом они понимали, что без личинки данного брелка открыть автомобиль уже невозможно. Ну, это действительно так делают многие производители, Mercedes в том числе, защита от дурака, чтобы машину нельзя было заблокировать. Мы заходим в наше приложение. Сейчас мы видим, что машина у нас полностью активна, она заведена и готова к эксплуатации. 950-900 оборотов в минуту. Мы сможем через приложение ее просто заблокировать. Мы ее заблокировали. Соответственно, сейчас, если я нажму кнопку «Начну открывать дверь», она начнет орать и включать сигнализацию. Для чего это нужно? Когда вы подъехали, либо пошли прогревать машину, сложили, допустим, коляску, к примеру, да, и идете со самим ребенком. В этот момент вы просто уже включили машину, настроили все подогревы, нужные для вас, и закрываете машину уже заведенной. Да, со стоковым решением можно сделать другую комбинацию. Вы просто выключаете автомобиль принудительно и дополнительно насилуете двигатель с вторым запуском, просто не активируя подогревы, просто не активируя зажигание своего автомобиля. Это тоже вариант, это стоковый вариант, но здесь, мне кажется, сделано более безопасно и продуманная эта возможность. Также нажимаем долго открытие, и машина у нас открыта. Сейчас я нахожусь в машине, машина прочитала метку и воспроизвела нам нужный звуковой сигнал, чтобы вы поняли, что машина снята с сигнализации. А сейчас хочу для вас, друзья, продемонстрировать такой интересный алгоритм.
Мы заводим с вами автомобиль. Включаем только лобовое стекло. Направление на лобовое стекло. Выключаем двигатель. Выходим из машины, якобы. Ставим автомобиль на охрану. Поставили. Угу. И пробуем автозапуск. Автомобиль у нас завелся. И то положение, которое мы выбрали, ту температуру, которую мы выбрали, автомобиль и будет поддерживать. То есть многие говорили, друзья, как же сделать так, чтобы машина всегда нам обогревала лобовое стекло, для того, чтобы оттаивала, если вы оставляете ее на долгий зимний паркинг. Это действительно решение, как вы покидаете машину, в каком положении, в таком положении будет активироваться ваша сигнализация для того, чтобы обогреть вам салон. Сделано очень правильно и удобно. Также в приложении можно увидеть, что можно продлевать дополнительно интервал прогрева двигателя, если вам это нужно. Нажали, все, теперь 30 минут. И так можно до бесконечности, сколько вам нужно. Сейчас я сижу в автомобиле, и как раз у меня начался и обогрев сидения у меня стал работать, так как датчик обогрева сработал. Также можно перейти в сервисное обслуживание через приложение, принудительно нажать тревогу, и уже, если вы понимаете, что у вас уведомление приходит, что кто-то хочет взломать ваш двигатель, ваш автомобиль и попасть в него, достаточно даже нажать GSM блокировку двигателя. С этой блокировкой автомобиль никуда не поедет. Также давайте пройдемся по приложению. Что мне очень сильно понравилось в автомобиле, можно посмотреть историю поездок. Можно посмотреть дистанцию и прям начерченную линию, как вы двигались. Также можно перейти и посмотреть по датам, в какую дату, куда вы ездили, сколько километров проехали. Если заправляться часто, он даже будет показывать средний расход топлива. Но это нужно, чтобы была статистика, для того, чтобы работало все это корректно. И, что мне даже очень понравилось, во-первых, можно запланировать расписание автозапуска двигателя по таймеру, по расписанию. Давайте по расписанию сделаем. И вот, допустим, как вы работаете, вы под себя подстраиваете этот дополнительный таймер, чтобы автомобиль у вас сам автоматически прогревался. Сделано очень-очень удобно. И давайте смотрите, что мы сделаем. Коды неисправностей. Когда в машине есть зажигание, когда она завелась и, грубо говоря, включились обогревы, вы можете запустить диагностику своего автомобиля. Автомобиль проверит с помощью встроенной программы коды ошибок. Если какие-то ошибки есть, можно будет на них перейти посмотреть. Также эти ошибки можно стереть из вашего автомобиля. Я менял аккумулятор перед установкой данной сигнализации на всякий случай, чтобы все было хорошо, но немножко неправильно я, наверное, замкнул цепь и решил, что стоит, наверное, стереть эти коды выполнения команды, чтобы в следующий раз они не мозолили мне глаза. Да, команда отлично, успешно выполнена, и теперь мы видели то, что автомобиль полностью нам смог просканировать нужные коды ошибок. Также, друзья, как вы можете увидеть, здесь есть профили владельцев. Им вы можете добавить, допустим, свою супругу, брата, свата, и дополнительно через одно приложение на каждом устройстве вы сможете либо подключаться с данным телефоном, как идентификация, потому что это приложение Призрак ID расположено, вы можете дополнительно установить, для того, чтобы приложение не работало всегда в фоне, оно будет меньше будет употреблять энергии и экономить вам заряд вашего устройства, а именно смартфона. Поэтому выведено два приложения отдельно. Здесь вы можете, допустим, заблокировать полностью уведомления, если вам это не хочется, достаточно, чтобы вам присылала сигнализация нужные уведомления. А Призрак ID — это чисто приложение с малым употреблением электричества, чтобы экономить вам заряд и
идентифицироваться в призраке охранной системы. Здесь же, конечно, плюс этого приложения, что если вы эксплуатируете автомобиль, либо ваша супруга, вы можете друг за другом наблюдать. Заходите в приложение, смотрите, выбираете свой автомобиль и смотрите, кто когда ехал и какие штрафы, кстати, он получил. Автомобиль об этом показывает. Сейчас вот у меня была поездка интересная. Там, где вы превысили скорость, автомобиль на том участке покажет, где и насколько вы превысили нужную скорость. Ну и, конечно же, дистанцию от и до вашего места назначения. Также у данной сигнализации «Призрак» есть киллер-фича для корпоративных клиентов. Называется она «Призрак Мониторинг». Достаточно просто прийти, авторизоваться в учетной записи «Призрак» и через веб-браузер смотреть за своими автомобилями, которые подключены к данному приложению «Призрак», вашему аккаунту. Таксопарков очень актуальная тема, либо для лизинговых автомобилей, либо даже для каких-то логистических перевозок. Лидер каршеринга Делимобиль выбрал именно систему «Призрак» в своих автомобилях. А как мы помним, Делимобиль — это самый первый каршеринг, который появился в 2014 году, и с этого года я как раз впервые познакомился с московским каршерингом. И действительно, я считаю, на тот момент это были must-have среди всего прочего, когда ты берешь, находишь машину и с помощью телефона открываешь и пользуешься в дальнейшем этим автомобилем. Это очень здорово и удобно. Теперь давайте мы с вами подытожим, чего мы получаем от сигнализации «Призрак» 8GL Smart Pro. Мы получаем полностью без дополнительно брелковый доступ с помощью вашего смартфона. За дополнительные средства вы можете купить метку. Я считаю, это нужно на всякий крайний случай, чтобы была возможность попасть в автомобиль, если у вас сядет телефон, либо что мало ли произойдет. Но в любом случае можно с помощью штатного иммобилайзера попасть в автомобиль, и с помощью нужной комбинации клавиш вы можете завести и дальше пользоваться своим автомобилем. Сделано очень удобно и грамотно. Из преимуществ мы получаем дальность неограниченно, так как GSM-сигнал используется. Приложение телефона коннектится через Bluetooth с автомобилем и дает доступ, как метка. Скрытая установка самого автомобиля. Возможность установки второй сим-карты в автомобиле. Любого оператора, даже если вы куда-то переедете. И, конечно же, гарантия 3 года и собственное производство Российской Федерации. Возможность автоматического запуска двигателя для подзарядки аккумулятора тоже считаю киллер-фичей. Но это еще не все. Как я уже рассказал ранее, мы получаем мониторинг за автомобилями через веб-приложение, либо через приложение самого «Призрака» в своем смартфоне. Технология Pin to Drive, о которой я рассказал ранее, которая защитит вас от угона. Сверхнадежные автоматизированные алгоритмы охраны анти-хайджек и другие. И, конечно же, включение алгоритмов зимнего и летнего сезона. Приложение «Призрак» занимает 120 мегабайт. Оно легкое. Это обновленная версия. И сейчас, когда вы будете приобретать новую сигнализацию от компании «Призрак», 8GL Smart Pro в том числе, у вас будет полностью обновленное приложение, которое я показал вам в этом ролике. И действительно считаю его очень удобным, легким и интуитивно понятным. Все легко настраивается, и можно зайти и настроить под себя все, что вы хотите. Охранные противоугонные системы, датчик удара, все можно настроить. Датчик перемещения. Если у вас машина будет также эвакуироваться, уведомления всегда придут для вас, и вы всегда будете знать, что происходит с вашим автомобилем. Настоящая охранная система. Также, друзья, как работает система защиты от угона «Призрака», вы можете посмотреть на других YouTube каналах. Тот же самый угона нет. Они очень часто сравнивают сигнализации современные и выявляют их лучшие и плохие стороны. И «Призрак» занимает одни из лидирующих позиций в данном сегменте. Ну и, конечно же, друзья, возможно, я забыл упомянуть, что данная система поставляется с GPS и GLONASS. GLONASS, причем, ловит очень хорошо, и всегда вы сможете мониторить местоположение вашего автомобиля. В общем, друзья, я считаю, за эти деньги вы получаете не просто автозапуск, а еще и надежную систему защиты от угона с самыми продуманными технологиями защиты. Если даже ключи украдут, то пин-код защитит.
Приложение очень удобно оказалось в работе, моментальный доступ ко всем показателям и программирование простое, удобное и интуитивно понятное. И, конечно же, дорогие друзья, для вас я попросил скидку на данную сигнализацию. Вы сможете приобрести Призрак 8GL Smart Pro со скидкой 10% на официальном сайте Tesla. Акция ограничена до конца мая. Ссылки на сигнализацию Призрак я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Как всегда, промокод LELюхин дает вам скидку на 10% данной сигнализации. И на официальном сайте tesla.ru вы сможете увидеть контакты установщиков, где вы сможете официально установить с гарантией 3 года данную охранную систему в вашем регионе. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было для вас очень полезным. Я рассказал, как устроена охранная система штатная, сравнил ее с сторонней сигнализацией, выявил сильные стороны и объяснил, почему же все-таки стоит сделать охранную систему с автозапуском, чем пользоваться обычным стандартным штатным решением брелока, но без обратной связи. Все-таки я считаю, компания Призрак сделала отличную сигнализацию за доступную стоимость. И, друзья, всегда всех приглашаю в свой телеграм-чат. Не забывайте подписываться, ссылочки также будут в описании. Друзья, всем огромной удачи, желаю счастья, здоровья вам и, конечно же, чтобы ваши стальные кони вас не подводили. Всего доброго, пока, друзья!